Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Телец. Таро прогноз на 3 месяца. И условно это будет тот период, который обозначает июль от того момента, как вы нашли это видео, август и сентябрь. Давайте узнаем. Оставайтесь со мной. Мои дорогие друзья, мои дорогие любимые тельцы, мы с вами идем дальше. И у нас сегодня 3 колоды. Соответственно, 3 месяца: июль, август, сентябрь. Вот давайте перейдем к нашему прогнозу, останемся реалистами, посмотрим, каковы энергии на каждый месяц. И в конце каждого периода мы достанем с вами карту как совет вас самих из будущего. Как вы видите, через, допустим, по крайней мере, вот такое альтернативное развитие событий, как вы беспристрастным умом себе, что можете посоветовать, находясь уже в будущем. Итак, июль месяц. До окончания месяца, до конца июля, что нам подскажут карты? Какие энергии, чем придется заниматься? Может быть, и новости какие-то откроются. А чем? Как это на вашу жизнь повлияет? Или сферы жизни? Вообще-то какой-то праздник. Стало быть, выруливаете вы постепенно на обгон или вы с чем-то разбираетесь. Это карта взаимодействия, причем правильного. Это карта еще и праздник, кстати, здесь прописан в первую очередь. И, понятно, коммуникация, дружба, общение. Дружба искренняя, потому что здесь есть как бы и диалоговая форма сама по себе, да, сами по себе, точнее, контакты, но есть и дружеское общение, и есть и праздник. Раздели праздник с друзьями. Вот такая первая карта у вас на июль. Стало быть, даже если вы сейчас как будто, да, ну, находитесь в таком сложном эмоциональном состоянии, повод для радости в июле будет, мои дорогие любимые тельцы. Труженики и настойчивые люди. И вторая карта подтверждения этому. Какую-то ситуацию в целом вам удастся стабилизировать. Будет и праздник, но будет еще и какой-то ваш контроль. Контроль имеется в виду не жесткий. По четверке жезлов это вот 4 столпа. И опять же, есть праздник, конкретно прописано в этой карте. Но это уже какие-то наши сложившиеся приоритеты. Мы уже видим перспективы. И самое главное, фундамент жизненный. Вы понимаете, может быть, правильно, как оценка, ваша оценка ситуации, обстоятельств, в которых вы находитесь, потому что у каждого здесь свои. Может быть, это нам говорят и об отдельной теме жизни. И тогда праздник и жезлы – это у нас ваши достижения. Дела, работа, бизнес – это все то, что складывает наши в целом какие-то возможности. И даже если деньги – деньги – это один из способов взаимодействия с миром. И стабилизация, может быть, если по работе была какая-то такая шатковалка, да, позиция ваша, или вы еще только продумывали, чем я буду заниматься, или вы меняете, может быть, ваше личное дело, ваш личный бизнес. Вы тут тоже что-то реструктурируете. Где-то и попытки, может быть, ну, какой-то элемент перестроить, пересмотреть, как-то переиграть, да, будем говорить вот так. Есть все равно какая-то коррекция, но это добавляет, как и праздника, хорошего настроения, в целом какого-то приятного контакта, общения. Может быть, и новые люди, мои дорогие тельцы, входят в вашу жизнь. Но еще мы не знаем, что от этих людей ждать. А пусть даже это кто-то из прежних наших знакомых, друзей, да, с каким-то проектом появляется. Или пусть это, ну, к примеру, даже по части личной жизни, все-таки кубки иногда говорят и об этом тоже. Из прежних друзей на какой-то период времени человек выпал из вашей видимости, не было контактов. Вот здесь могут пытаться возобновить друзья, или вы случайно их увидите, встретите, или напишут вам. Ну, тут, наверное, самое разное может быть общение. Оно как будто присутствует, и вам это тоже приносит радость, вам это будет нравиться. Но по семерке жезлов нам больше говорят, есть все-таки те моменты, когда нам нужно приготовиться. Приготовиться к тому, что дружба, да, это замечательно, все же мы все разные, у каждого свои задачи. Есть и в нашем окружении те люди, которые могут пытаться где-то настаивать на своем, или у них своя программа, своя игра. И такое я допускаю. Это как раз и идет по семерке жезлов, потому что нам человек показан, посмотрите. Одним жезлом он вооружился, а все остальные 6 пытаются его достать. Но он немножко сам по себе. И всегда эта карта говорит:
Не торопись куда-то. Здесь рано делать выводы. Рано быстро откликаться на что-то. Или даже если вас что-то, знаете, как воодушевило, вдохновило, вернись к холодной голове, вот к холодному какому-то рассудку. Потому что центральная карта четверка жезлов, ведь это тоже, как мы говорили, праздник. Я называю ее часто праздник после победы. Но эту победу надо сохранять. И когда семерка жезлов выпадает, мои дорогие тельцы, тут всегда есть желающие, которые как-то либо хотят присоседиться к вашей победе, или к вашему успеху, или пытаются как-то, может быть, это приходят какие-то предложения новые. Тогда не торопитесь соглашаться на них. Может быть, это и касается работы, вашей занятости, построения карьеры или вашего бизнеса. Может быть, отчасти и личной жизни. Тогда жезл могут олицетворить, к примеру, вопросы по документам связанные, да. Вот вам еще нужно что-то правильно рассчитать. Может быть, одновременно рассчитать несколько позиций. К примеру, ваша сильная сторона на данный момент. Насколько вы готовы углубиться в какую-то тему и как долго вы по дистанции готовы это продолжать. Насколько вы доверяете конкретному человеку. Вот так вот нам говорит карта. Это буквально как совет. Вот такие энергии. И поэтому человек, он немножко обособился от всех остальных, да, показанные на карте. Он должен взять какое-то время подумать или оставить за собой какой-то запасной аэродром. Будьте внимательны. Есть что сохранять, потому что, понимаете, и явно какой-то промах, ну, свести к минимуму. Это точно стоит. И тем более, посмотрите, карта ментора. Девятка, старший аркан. Это у нас аркан отшельника. Я должна сказать, в реальной жизни вам никто не мешает. Тут самому себе не помешать. И если мы так без оглядки на что-то соглашаемся, ну, мы тоже можем себе помешать. Верно? Поэтому это карта независимого человека, который идет все равно своим путем. Может быть, это видят, мои дорогие, что вы сейчас набираете силу, набираете темп. Может быть так. Или наоборот. Иногда по этой карте мы и устаем от какого-то общения, или мы устаем от постоянного включения в те или иные вопросы. И тогда это для вас будет плюс, потому что даже если придется вам в чем-то, ну, как обособиться или некоторую перерокировку ваших контактов совершить, все-таки отшельник говорит больше о вашей личности и о вашем каком-то пути, о вашей миссии, можно даже так сказать. Я смело это говорю. Это ведь другое сознание самого себя, своего собственного «я». И отшельник, он дервиш. Здесь не совсем о материальном благополучии, а это что-то духовное, это что-то возвышенное. Или мы говорим жизненный путь, как стезя какая-то, которую нам еще доведется пройти. Вы можете это как и ощущать, можете, кстати, узнать какие-то тайны, вот, или, может быть, даже это не тайна, не то, что кто-то скрывает, а вы сами на что-то закрывали глаза, теперь вы правду видите под другим углом. Может быть, и дополнительные какие-то сведения приходят по тем событиям или чем вы занимались прежде, но время идет и как бы дополняется информация или события развиваются до какой-то нужной точки, нужного пункта, и вы уже теперь более целостную картину видите и понимаете, зачем это вам было все нужно и как вы что-то готовы продолжать дальше. Это старший аркан. У кого-то это будут вопросы личной жизни, а у кого-то это могут быть вопросы вашей занятости. Кто-то надумает работать на самого себя. И не совсем тут работа ради работы, а вы приходите к выводу, что вам это должно быть интересно, должно быть нравиться. Или как вторичный доход. А Уран у нас в Близнецах, да, на июль, да на весь период, и в сентябре, и в октябре еще тоже. А потом в ноябре он вернется на некоторое время, ваш знак зодиака, чтобы там заключительные аккорды, все то, что он за предыдущие 7 лет изменил, а может быть и переломал в вашей жизни. Сложный для кого-то был период, особенно для первой декады рожденных тельцов. Ну вот вы можете где-то теперь уже понимать, да, может быть, были определенные минусы, но на самом деле и я ведь изменился или изменилась очень. И некоторый анализ пройденного пути.
и построение планов на будущее. Вот такие энергии у вас могут быть в июле. Тут действительно захочется мудро решить, насколько и глубоко, и долго я готов продолжать какие-то отношения или готова участвовать в определенной работе или в какой-то теме. А неплохо бы мне тут что-то свое. И Уран в Близнецах, он ведь все дробит, у вас он окажется уже окончательно с 27 апреля 2026 года во втором доме гороскопа. Это дом финансов, мои дорогие. И поэтому Уран, если все дробит, то поэтому тут вы можете и свою какую-то финансовую стратегию, тактику менять, пересматривать, как деньги из разных источников или разные статьи вашего дохода. Может быть, не одна работа, а две. И такое я тоже допускаю. Вот какая-то очень такая важная перерокировка, перезагрузка у вас может происходить в июле. И это совершенно необходимо, потому что миссия, слушайте свою интуицию. У нас всегда отшельник идет с фонарем. Это прообраз по приданию интуиции. И интуиция включается, как этот фонарь, в нужный момент. Доверяйте мудрости собственной души. Видимо, есть та история, вот отшельник. Он уже, знаете, и увы, мои дорогие, почему может быть праздник первая карта? А тут у нас выпадает пятерка кубков. Это всегда разочарование. Но это уже теперь нас, может быть, какое-то долгое время нас это ранило. А первая карта отшельник. Это вообще никак. Это без эмоций. Это то, что нас цепляло. Это то, что болело, мои дорогие. Может быть, это была как ну вот как по Хирону в Овне сейчас, да. У меня, кстати, есть статья на моем сайте. Я оставлю в описании под видео все ссылки. Кому интересно, вы можете перейти почитать. Так вот, вот это незаживающая рана. Или когда Хирон– это символ израненного целителя. Вот какие-то тяжелейшие эмоции, они отступают. Само по себе это уже праздник, это точно. И хочется только добавить по этой карте. Клаудио Пинейро сказала такие волшебные слова: над разбитой чашкой не рыдают, а выбрасывают осколки и моют пол. И вот так, спокойно, я выбрасываю осколки и мою пол. Вот такие энергии, они у вас тоже в июле могут присутствовать. Переключаетесь вы постепенно на свое, может быть, творчество, на какие-то собственные задачи. Причем будет такой элемент не включения в те дела, вопросы, которые интересны кому-то, но не вам. Семерка жезлов и королева жезлов. Энергия этой карты– это карта сильного человека. И сильным он не родился. Он прошел очень сложный путь проб и ошибок. Его многократно предавали. Но теперь уже, знаете, как панцирь какой-то от обидчиков, от разочарований. Не случайно, вот посмотрите, все карты раскрывают для вас так вот последовательно какую-то историю. Так вот теперь вам это помогает. Это у вас этот панцирь. Вас сложнее будет, мои дорогие тельцы, если не сказать невозможно, будет уговорить просто на словах на какую-то историю или проект, или тему, в которой вы не увидите своего прогресса. Вам не захочется вкладывать в какую-то или вкладываться в какую-то нулевую, ну, может быть, тему или в то, что лично вам не принесет ни вдохновения, ни, может быть, каких-то бонусов материальных даже, да. Все же у нас королева жезлов, она наиболее удачлива в двух направлениях. Первая– правильная работа с информацией, а вторая– в бизнесе она очень удачна. Поэтому и нам говорят, не все то золото, что блестит, и тебе придется, телец, многократно перепроверять информацию. Но это магнетизм. Вы будете притягивать к себе людей. Одновременно, конечно, карта больше говорит о женской такой сильной энергии. И для вас, мои дорогие девочки, это вы как на авансцену можете чувствовать. Я выхожу или я вот-вот выйду, потому что отшельник. Это может быть какая-то еще прелюдия. И вы, правда, можете быть как магнит. Вполне вероятно, какие-то новые знакомства. Но торопить себя, может быть, выносить вердикты или думать, что это знакомство– это на долгий период времени. Нет, не ставьте этих дистанцией по отношению к людям, которые приходят в вашу жизнь. Вы себя начинаете, а нужен вам этот человек на короткий период. Или, если мы говорим, даже хочется что-то продолжать, допускайте всегда альтернативный вариант,
что человек может на данный период времени вам всего не рассказывать, у него там что-то может поменяться. И поэтому будьте свободны, как отшельник. Вот где-то все-таки вам это будет помогать. Как и по части бизнеса буквально или заработков, так и творчества и правильной работы с информацией. А для вас, мои дорогие мужчины, это может быть какая-то женщина очень притягательная, по королеве жезлов, страстная любовь может быть. Это может быть та персона, ну, которая вам очень интересна. Может быть, и в личной жизни, как страсть, вспыхивает с новой силой. И я такое тоже допускаю. Идем дальше. Вот есть какой-то прорыв, есть стабилизация и семерка. Семерка – это всегда пауза. Здесь паузу предлагают взять вам. И не торопиться в откликах, в вынесении вердиктов, в обещаниях. Взять на себя какие-то обязательства, подписать прежде времени, пока вы все детализированно не изучили. К примеру, какие-то важные документы, когда эти обязательства вступят в юридическую силу. Вот будьте внимательны. Но по семерке Земли это еще и какая-то денежная ситуация. И, может быть, был какой-то застой. Или вы не могли переломить вот какую-то финансовую сложность, или была финансовая брешь. Да, добрые энергии уже ощущаются в июле, но не все сразу, правда. И есть все-таки какой-то период ожидания. Здесь буквально человек ждет, пока денежное дерево вырастет, или вот эти пентакли упадут к его ногам. И это произойдет. Но часто еще семерка пентаклей говорит о регламенте. И в наших, даже если мы говорим, ситуациях жизненных, очень часто по документам нужно ждать какой-то срок. Или есть какая-то объективная реальность, когда нам тоже приходится подождать. Вот для кого-то это будет, ну, правильно вот распределить. Есть смысл что-то ждать или нет. Если это регламент, понятно, мы никуда не денемся. Но иногда карта говорит и о пустом ожидании. Поэтому не ждать того, кто не придет. И если мы про пятерку кубков, если вы надеялись на какого-то человека, это вас тоже, вот эта надежда пустая, она вас оставляет. Потому что хочется выбросить осколки, вымыть пол и идти дальше. Какие еще энергии? Ну, наверное, какое-то подведение итогов, мои дорогие тельцы. По девятке мечей это из разряда как инсомния или бессонница. Это усталость вы будете точно ощущать. И поэтому не загоняйте сами себя в угол. Хороший добрый отдых, внимание как и к телу, так и к душе, к вашему настроению. Позитивных эмоций себе нужно точно добавить. Иначе у нас получается карта искаженного восприятия. И всегда на девятке мечей человек либо глаза закрыл, но тут у нас буквально и голову даже руками обхватил, да, закрыл глаза. Нам карта говорит одно: открой глаза, обстоятельства, они как-то по-другому идут. Поэтому замечтаться мы тут точно не можем. Давайте мы достанем карту «Любовь и личная жизнь». Трансформация. Но я могу сказать, решать будете, скорее всего, вы. Трансформация, 16-й аркан в этой колоде, мы знаем ее как 16-й аркан, это башня. Здесь может быть, как вот девятка, да, мы говорим отшельник. И это перемены по нумерологии. А еще одновременно вибрирующее число 9. Перевернем, будет 6. А любая 6, если мы на активность смотрим. 6 – это вершина наших действий. Это как и есть какая-то победа. Значит, победы все наши начинаются с того, что мы с чем-то внутренне определяемся. И вот, наверное, вот эти все карты, пятерка кубков, семерка земли или девятка мечей, там девятка воздуха в этой колоде, они и говорят о том, что мы словно проходим вот эту самую трансформацию. Когда, да, может быть, вы и захотите даже уединиться. Может быть, чувство усталости словно накатит на вас, потому что вы тут что-то решаете, что-то тут у вас получается. Но это не приходит вам, мои дорогие тельцы, само. Нет, тельцам все само не приходит. Телец всего должен добиться сам. Где-то и настойчивостью, где-то и скрупулезностью. Где-то, может быть, даже тогда, когда и сил нет, а их где-то найти нужно. Или открыть в самом себе второе дыхание. Вот что-то подобное может быть. Правда, усталость есть. Но не забывайте отдыхать, потому что уставшие люди делают ошибки. А нам говорит карта башни о том, что трансформация происходит. И не случайно сложилось в народе.
Поговорка «утро вечера мудренее», поэтому тут если мы можем всю ночь, да, девятка у нас, воздуха впереди, мы можем целую ночь обдумывать, но ни одна рациональная, конкретная, нормальная идея нам не придет. Поэтому уделите внимание как и отдыху, так и одновременно будьте осознанными. Вот по этой карте мы не должны, у вас будет такой период в июле, когда нельзя терять времени. Может быть, что-то и есть в паузе, но тогда не погружайтесь вот на глубину ненужной философии. Вам нужно контролировать, что происходит вокруг. Может быть, и будет такой дипломатический ход для вас, когда вам придется какое-то соломоново решение принимать или временно на что-то согласиться. Может быть так. Или для кого-то это будет связано с тем, что вы получаете какое-то известие, правда, какая-то тайна открывается, или глаза у вас открываются на что-то, и вы теперь уже точно не хотите что-то продолжать. Но, знаете, вот такой рывкообразный какой-то скачок вперед был бы тоже неправильный. По 16-му аркану мы не должны и упустить время, но и делать это одновременно осознанно. И время как будто пошло. У вас действительно будет такой момент, когда нельзя терять ни минуты. Вам придется с чем-то определяться. Вот эти песочные часы нам говорят, время пошло, и рядом бабочка, это как в физике. Эффект бабочки и какие-то процессы, как в мире, может быть, как колесо истории, маховик, да, который уже процессы были запущены давно, но мы их не видели, мы даже не знали. Может быть, это на более глобальном уровне, да, и это ведь все равно процессы, они продолжают развиваться. Это может быть на очень высоких уровнях, какие-то договоренности. Так вот, когда они еще состоялись много времени тому назад, мы этого не видели и не знали. Мы только теперь будем знать, к чему все идет. И вот для вас именно к чему все идет. Шаг за шагом в июле у вас открываются как и глаза на что-то, и одновременно новые перспективы. Себя приходится перестраивать, мои дорогие. И в некоторых вопросах не терять времени даром. Давайте мы с вами узнаем ваш собственный совет из будущего на июль. Внимание к деталям. Организуй свою жизнь. И если мы говорим 2025 год, особенно вторая половина до конца года, это период адаптации. Адаптация и слова Чарльза Дарвина выживает не самый сильнейший, а тот, кто умеет приспособиться, мои дорогие. Или, литературно выражаясь, адаптироваться. Вот вам нужно и адаптироваться, и организовать свою жизнь в совершенно новом ключе. Вот такой совет вас самих. Хорошо. Давайте мы посмотрим энергии на август. Что нам расскажут карты? Именно смотрим сначала энергию. Каков для вас попросту август месяц, что он принесет, да? Что придет в вашу жизнь, как изменится. Это ваша карта. Тут у вас уже все прогнозируемо. Но укрепляете в любом случае вы свои позиции. У кого-то из вас будут и вопросы. И жилища конкретно, стен, где вы проживаете или намереваетесь проживать. У кого-то вопросы из заработков, но одновременно личная жизнь. У королевы Пентаклей все под контролем. Это как первая ступень к императрице, можно сказать и так. Потому что королева Пентаклей, она себе какой-то план или идею, мечту, то, что возрождается в ментальности, она перекладывает на нашу реальность. И вот этот тезис, план, который она готова корректировать, лишь бы сбылось ее ожидание, намерение, ее цель, или как-то действия были правильно скоординированы. Королева Пентаклей, та, которая умеет сделать сказку былью. Вот такие задачи у вас в более конкретных энергиях. Но есть вот какой-то, может быть, даже человек, мои дорогие, который вас не оставляет. Может быть, и какая-то тема. Вы уже здесь забываете отшельник. Это, знаете, мы по отшельнику, мы настолько холодно ко всему относимся, мы попросту по-мудрому относимся. И то, что ранило, я говорила, ну, не цепляет. Только в августе опять повторяется пятерка чаш. Вот это как вытоптанный сад, так называется карта. Уже вытоптали этот сад, а я могу предположить, что кто-то или какая-то персона, неважно, личная жизнь, работа, но на какой-то стриженной козе, извините, пытается заново войти в вашу жизнь, как ни в чем не бывало. А вы будете вспоминать, уже этот сад однажды был вытоптан. Давайте посмотрим, какие энергии еще будут на вас.
Кто-то будет вот по этому вытоптанному саду подводить итоги. Я надеюсь, все прекрасно понимают, 13-й аркан старший – это не про смерть, это финал. Вы действительно, если здесь вы уже как будто на июль смотрите, или вы чувствуете, мои дорогие, что какая-то история, пусть по работе, личная жизнь, по вашему творчеству, может быть, какая-то деталь даже, да, детали по работе, опять же, или по вашему личному делу. Методы уже эти не работают. У кого-то на более глобальном уровне нет смысла ждать того, кто не придет, или тот, кто не откликается, или тот, который все время тянет одеяло на себя. Ну, как угодно тут можно переложить. Вытоптанный сад присутствует. Или вот эти все разбитые, разлитые чаши, да, молоко, оно ведь тоже это все присутствует. Разочарование, иными словами. Но теперь это уже не важно. Вот тут даже не цепляет. И я так вижу, это в этом тоже ваша сильная позиция. Именно ваша сильная позиция, что вам все равно. И если даже кто-то пытается вас тут к чему-то склонить, уговорить, а вам никак. В этом тоже сильно. Вы сильны будете, и вам это будет помогать беспристрастно видеть, как и картину мира, событий, и себе, самое главное, не навредить. Хорошо, каковы еще энергии. Принцесса мечей, иногда говорю, что это прообраз Медузы Гаргоны, мои дорогие. На моем сайте есть статья, я приглашаю, перейдите на сайт, у меня будут ссылки в описании под видео. В принципе, многие карты Таро построены именно на символе. И если уж мы с вами вспомнили о Медузе Гаргоне, пару слов я скажу, не углубляясь в детали, в историю. Это у нас может быть та ситуация, когда мы пострадали. Мы пострадали из-за собственной наивности и доверчивости. Как известно, Медуза была прекрасная дева, с которой хотели дружить все боги, добивались ее любви. А ей позавидовала сама богиня-воительница Афина Паллада. И та история, которая развернулась в храме Афины Паллады, и бог морей и океанов Посейдон, который гнался за ней, да, и его бесчинство, назовем это так в целом, а, это было совершенно неожиданно для Медузы. Но, казалось бы, и так бедная девушка настрадалась, и она очень надеялась на понимание, на помощь вот этой самой Афины, потому что ей казалось, знаете, вот есть поговорка «не сотвори себе кумира». Ну вот, видимо, Медуза сотворила кумира, это ж Афина Паллада, елки-палки. Представьте себе, да, те времена. И вот, хоть это и мифология, и она, конечно, была уверена, что ей она поможет, а вышло все совсем наоборот. Она еще вторично ее наказала, превратив в страшное чудовище. И вот эта карта, и, кстати, до сих пор Сицилия, а по Гомеру у нас все самые интересные вещи по греческой мифологии, они происходят именно на Сицилии, мои дорогие. Это волшебное место. Ладно, я не останавливаюсь, но а, ведь получается у нас следующим образом, что если мы кому-то доверяемся или мы на кого-то надеемся, то в результате наша как бы жизнь, она зависит от тысячи условностей. И если мы будем где-то, ну, словно слепые, если мы хотим сами быть обманутыми, или мы ставили перед собой какие-то цели, или создали себе каких-то кумиров, все это зыбко. Поэтому тут в первую очередь беречь самого себя. И не случайно на Сицилии на сегодняшний день флаг Сицилии – это, точнее, один из центральных элементов флага. Это как раз и есть голова медузы, а в центре трискель. Трискель – это три бегущих ноги. Много символов в этом трискеле, много описания, но это, конечно, в первую очередь движение. Жизнь идет вперед. А если мы говорим о значении символа медуза Горгоны, по сей день это мощный оберег, особенно на Сицилии, для обездоленных, для тех, кто несправедливо обижен или кем-то предан. Вот для вас такое предупреждение, мои дорогие тельцы. Я уже идем дальше, потому что наш расклад, он уже и так затянулся. Десятка жезлов, есть усталость, опять же. Вот, наверное, этот вытоптанный сад, ну, он доколе будет продолжаться. Есть вот то, что важно для вас, мои дорогие. Именно в этой колоде, посмотрите, двое несут арбузы. Жезлов много, но они свои арбузы несут.
Есть поговорка «своя ноша не тянет». Поэтому есть то, что именно вам нужно донести, рассчитать правильно силы и не отвлекаться на какую-то многозадачность, которую могут втягивать вас, и я бы сказала еще раз, заново. Успевайте отдыхать. Вот напряжение, оно присутствует в июле и в августе тоже. У кого-то это будет возможность поездки. Или, когда вообще по аркану колесницы, это карта отчасти успеха. И нам говорят, не оглядывайся назад, тебе отсюда только вперед. Это карта о движении, о каком-то драйве, о самих по себе переменах, но которые для вас открывают совершенно новую палитру успеха. Поэтому и методы прежние не работают. Поэтому и нужно тут, может быть, проститься. Вот очень символично, два старших аркана, 13-й, когда все, точка, баста, ну, уже я туда не пойду. Я уже там был или была, все видел, все знаю, теперь я иду вперед. И эта карта открывает перед вами какие-то новые возможности. Но и действовать придется, соответственно, как-то по-новому, когда еще нет готового шаблона или сценария. Что это может быть еще? С вами могут спорить, правда, две пятерки. Может быть, тот человек из разряда, кого вы прежде, может быть, и знали. Это не обязательно для всех, но для кого-то это может совпасть, потому что пятерка у нас уже была в июле месяце, да, такого же значения карта. Тот человек, который вас прежде подводил, тут может материализоваться в вашей жизни, как ни в чем не бывало, и попробовать какое-то дежавю повторить еще раз. Но вы его словно видите вот как рентгеном. Все его ужимки и прыжки, или все его намерения, что он там скажет. По пятерке жезлов карта информационного хаоса, я часто ее так называю. И это здесь нам противостояние какое-то показывают. Но имеется в виду информационный хаос, когда нам пытаются что-то, ну, буквально доказать или что-то бесконечно объяснить, или нацепить на наши глаза розовые очки еще раз. Вот это тоже. Но тут нет. Могут быть и люди, которые обещают одно, а потом о нас забывают. По пятерке жезлов такое есть. И у кого как, у кого-то это может касаться и работы, кстати, или решения вопросов по документам, или, может быть, и личной жизни. Тут у каждого по-разному. Но не согласиться, опять же, на какую-то прежнюю историю, вам карты говорят. Давайте узнаем, что у вас в личной жизни. Ну, по рыцарю Пентаклей тут какая-то либо перезагрузка, опять же, детализация. И вот ни разу нам не говорят о чувствах, мои дорогие. Оттолкнись от конкретики, ведь это рыцарь Пентаклей. Он едет медленно, самый медленный рыцарь. Почему? Он все должен изучить. Он должен все подметить. Вот и вам карта дает совет. Все подмечай, на что-то не закрой глаза. Давайте достанем совет на август вас самих из будущего. Карта искаженного восприятия. Держи глаза открытыми, потому что ты можешь как бы поддаться на чьи-то уговоры. Или вы, мои дорогие тельцы, кому-то очень интересны. Может быть, это и касается финансов, кстати. Тогда рыцарь Пентакли будет говорить о том, что иногда эта карта выпадает, и она символизирует того человека, который нам готов оказать помощь, содействие по финансам. Иногда это те люди, на которых мы не рассчитывали. Они могут нам прийти на помощь. И если, к примеру, нужно погасить кредит, например, ну вот так, да, или совершить какой-то платеж, и вы понимаете, что это нужно сделать сейчас, а по финансам вы не готовы, то есть тот человек, который вам, ну или как какая-то, как взаимодействие, или какая-то возможность иная, когда вы можете решить, опять же, вот свою финансовую тему, закрыть ее. Помощь как будто будет. Но ты этот момент где-то лови словно, не упусти его. Найди, может быть, даже этого человека, да, я могу предположить, меня смотрят разные люди, у каждого своя какая-то история, поэтому если вы оказываетесь в августе вот в такой сложной какой-то ситуации, когда есть разочарование, тем не менее, основная задача стабилизировать финансы, это точно, и по восьмерке мечей, если мы говорим, да, вы можете даже не думать на этого человека, а именно он откликнется вам поддержкой и помощью в какой-то жизненной перипетии, которая может касаться и финансов тоже, или вопросов работы, может быть и так, вашего творчества. Поэтому по восьмерке мечей не должно быть
искаженного восприятия. И это вы сами себе даете такой совет, мои дорогие. По сути дела, это то, чего нет. Не случайно нам девочка, как будто она болеет, показывает, а мать прикладывает компресс холодной голове. Вот представьте, что когда гипертермия у человека, высокая температура, мы ведь все искаженно видим. И поэтому художник так четко определил. А на самом деле все по-другому. Все пройдет. И нам две карты об этом говорят. Все твои разочарования. Это как полное выздоровление по каким-то вопросам, темам. И оно уже имеет начало и в июле тоже, может быть, и прежде. Но, видимо, шаг за шагом вы все расставляете по своим местам. Энергии сентября, мои дорогие, туз жезлов – это карта решимости, решительности и первых действий. Туз жезлов всегда делит нашу жизнь словно на период до и после. Поэтому вот эти все темы, которые я обрисовывала за июль и август, они будут для вас иметь значение, ваши решения, правда. И с заходом на сентябрь. Может быть, в сентябре вы уже окончательно поймете, как, насколько вы сами изменились, мои дорогие тельцы. И тут вас уже никто не свернет с выбранной дороги, да это точно, тройка жезлов – это карта будущего. И нам девушка стоит, она словно приготовилась к прыжку, серфинг под мышкой. Она остановилась, но это не пауза. Это необходимая такая, ну знаете, как очень короткая передышка, чтобы проверить ментально, все ли я взял с собой вперед, в будущее. Какие энергии еще? Ну, вы куда-то устремитесь очень далеко. Вы знаете, это может быть как работа на дому или работа из любой точки мира. Это старший аркан, и по нему нет ничего невозможного. И карта нам говорит, мечты – это реальность. Но для вас, видимо, какие-то стратегии, тактики вы тоже будете менять. Все 3 месяца какие-то перемены от маленьких до больших. Может быть, те перемены, которые и вокруг вас происходят, но и вас-то самих тоже многое меняется. Ну вот посмотрите, пятерка чаш, она проходит красной нитью через весь наш расклад. Пятерка чаш, я всегда говорю, это, мои дорогие, как окончательно выплакать горе. Позвольте, если еще, может быть, это 3 разных какие-то позиции или 3 разных сферы жизни. Меняетесь вы, меняется наша жизнь. Мы с вами идем, живем в эпоху перемен и идем тоже дальше. Почему нет? И ваш знак зодиака, он в центре этих перемен. И, может быть, шаг за шагом разбираетесь с одной сферой жизни, потом с другой. И заключительные аккорды еще идут и на сентябрь. Да, это может сопровождаться каким-то разочарованием. Но вас это все делает не просто сильнее, а на некоторые вопросы вы смотрите со здоровым равнодушием. Нам девушка показана. Она так вот лениво протянула ножку, и все то, что находится вот в этой чаше, а это находится обиды, боль, разочарование, обманы, может быть и предательство. Вот это вот все то эмоционально, что мы пережили, пусть оно нахлынет. И как волна морская, которая, как известно, есть приливы и отливы. Так вот, как приток этих эмоций, так и они потом вас отпустят. Иными словами, как девушка нажимая ножкой лениво на эту чашу, как будто выливает в омут все это содержимое, которое ее измучило. И сейчас это все скроется в этом омуте и уйдет на глубину и навсегда. Отпускайте. Есть вот, видимо, какие-то еще заключительные аккорды. А почему? Первая карта звезда, потому что вам где-то это может мешать, мои дорогие. Что же еще? И семерка жезлов. Продолжается какое-то общение, или люди пытаются все равно как-то на вас воздействовать. Может быть, и мы сами, естественно, живем среди людей, и есть какие-то задачи, есть и взаимодействие, как и с близкими, как и по работе, да. Но, тем не менее, вы люди сильные, вас как и в июле где-то, так и в сентябре будут пытаться к чему-то склонить, или чтобы вы на что-то согласились. А карта очень четко передает. Девушка сохраняет свой дзен. Она отвернулась вообще от всех этих 7 жезлов, чтобы ее буквально никто не достал. Мы с вами говорили в июле. То есть 2 карты и какая-то ситуация из июля или, может быть, с предыдущего периода. Это долго длится какая-то ситуация. Я могу так допустить
У вас должна быть как-то определена вами самими, с кем вы, куда вы, на что вы соглашаетесь. Не дать себя, может быть, уговорить. Больше карт не тяну. Вам выпадает карта мага. Мои дорогие тельцы, здесь может быть и такая история, когда человек, словно великий манипулятор, или пытается другими методами на вас воздействовать. Все же тут уговаривают вас, я вижу это, или пытаются найти к вам тонкий подход, мои дорогие. Вот я это тоже допускаю, и все средства хороши, потому что аркан мага. Но и вы же сами-то ведь тоже мы вам делаем расклад. Вы сами в энергиях мага. И поэтому все хитрики вы видите насквозь. Видимо, ваша сильная позиция будет состоять, начиная с июля, если вы не захотите сами надеть на себя розовые очки. Если вы сами не захотите, словно прокрастинацию какую-то продолжать или, недаром говорят, мы обманываемся, когда обманываться готовы. А вот если вы не готовы, когда вы ищете правду, когда вы перепроверяете информацию или, может быть, и прежние какие-то ошибки, вы их тоже не забываете. И не потому, что это мы такие злопамятные. Да нет, опыт ведь нужно сохранять, чтобы еще раз не найти какие-то старые грабли. Вот тогда для вас нет ничего невозможного. Но, видимо, раз последующая карта мага, а предыдущая, как и пятерка кубков, так и семерка жезлов, то, что было в июле, маг со всеми вопросами разбирается. Совет вас самих из будущего. Изобилие, процветание, счастье, благополучие, решение денежных вопросов. Решение вопросов может быть и по части вашей недвижимости или места пребывания. Но это карта самодостаточного человека. Вот в каком направлении вы идете. И шаг за шагом решаете те темы, которые долгое время вас словно обесточивали. Может быть, это и касается конкретных людей. Тоже, значит, делаете выводы и идете дальше. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые тельцы. Я благодарна за ваши комментарии, за то, что вы смотрите мои видео. Оставайтесь со мной и будьте счастливы, будьте любимы всегда.